Всем привет! Записали очередное видео, и обещал я вам записать видео про газон и про скважину. Вот он, наш газончик. Скоро будем делать видео. Следующее видео планируем сделать насчет нашей скважины. Но жизнь вносит свои коррективы. Точно так же вносит, как и вот с этими двумя машинами. Здесь смертельное было ДТП. 3 человека погибло, 2 раненых. Точно так же и в моей ситуации мы попали в Авдеевке, попал под обстрел в течение 2 часов, можно сказать, 3 раза. Первый раз это я был на работе, снаряды падали где-то в 200 метров от нас, 300. Дальше я пошел домой, и снаряды падали уже в 20 метрах, в 50 метрах от нас. Мы лежали на земле и просто возле нас падали. С Димончиком только что лежали. Вот они, прилеты. Блокпост. Короче, поля. В поля. А мы с ним вот тут лежали на земельке. И через 15 минут мы пришли в церковь, и в 20 метрах от нас падали. И что-то мы так подумали, что пора отсюда уезжать. Конечно, не хотелось, но мы все-таки поменяли свое место дислокации. Выехали в Черкасскую область. Выехали не на своей машине, а на бусе. Возле этого буса тоже снаряды падали в 20 метрах. И чудом просто, Бог сохранил, вылетело только окно. И то оно сыграло, выпало и не разбилось. Мы его опять поставили, и вот бусик у нас целый. Так что, где бы мы ни были, и если мы там пытаемся убежать от войны, то даже все равно жизнь наша во власти Бога, и мы не знаем, где, когда можно умереть. Но не будем о грустном. Нас выехало 19 человек. Вообще нас выехало больше, но в Черкасах нас сейчас живет 19 человек. Мы живем вот в этом домике. Нас приютила церковь. И слава Богу за это. Само видео мы записали еще 2 недели назад, когда еще было холодно. И, получается, этот домик строится, комнаты там строятся, делаются простенки. И мы приехали, надо было подключить бойлер, и небольшие косяки были по скважине. И вот следующее видео, которое вы сейчас увидите, это просто небольшая переделка. В принципе, там мы сейчас еще уже через время подкорректировали. В емкости гидроаккумуляторе не было воздуха. Все-таки нужно переделать сам коллектор, увеличить объем трубы, диаметр трубы, чтобы не было вот этих косяков, которые я дальше покажу. Приятного просмотра. Будем что-то думать, снимать новое, уже находясь здесь. Здесь есть большое поле. Там, надеюсь, можно, в принципе, сделать тоже красивый газон с автополивом. Так что не переключайтесь. Начало у нас длинное, философское, само видео короткое, но так получилось. Итак, мы устраним сейчас небольшой недочет в данной скважине, которая здесь. Здесь скважина где-то 30 метров. Насос стоит водолей 0,550У. И вот посмотрите, там выход от насоса идет у нас 32 миллиметра ПНДшной трубой. А дальше зачем-то поставили переходник на полдюйма и вообще сильно-сильно заужили в диаметр. Дальше потом опять все увеличивается на дюймовый диаметр и расходится по полдюйма трубы. Из-за этого вообще просто тут создается очень большое давление, потому что он давит тут, и сама проходимость воды уменьшается. И автоматика работает не сильно корректно. Плюс мы подключили бойлер, и тоже, когда открываешь кран, то невозможно отрегулировать нормально температуру воды для купания. А также получается, там тоже давление так лупит, что то аж больно, на тебя прям массаж такой точечный. Вот. И сейчас мы хотим сделать уже чуть-чуть получше, увеличить диаметры как положено, и посмотрим, как оно будет работать.
не переключайтесь. Вот такой у нас получился вариантик. Конечно, можно было бы еще получше сделать. Во-первых, нужно, как по мне, увеличить объем гидроаккумулятора. Мы в Авдеевке устанавливали на 80 литров, и потом еще я дополнительно устанавливал на 100 литров. Потому что этот сильно маленький. И, скорее всего, еще мы проверим его на наличие воздуха, давление 1,5 атмосферы, которое там должно быть. Поставили новое реле электронное. Очень классное. Ну, именно это я не знаю. Корпус такой же. Я в основном покупаю польское Optima, там EP1. У нас оно было в Авдеевке установлено. Я даже себе домой на маленькую насосную станцию установил. Очень удобно регулировать давление. Там вот верхнее. Сейчас это наше какое давление стоит здесь. Если надавить, там можно, получается, так. Вот это минимальное давление на включение насоса и максимальное давление на включение насоса. Можно регулировать. Довольно просто, информативно. В общем, рекомендую его. Если у вас сильно мощный насос, то желательно применить не просто подключить провода напрямую к насосу, а через какой-то контактор силовой, потому что здесь контакты очень маленькие, провода тут 0,75 квадратных миллиметра, а насоса, если он будет мощный, то совсем другая мощность, и провода должны быть как можно толще. Вот, ну, в принципе, нормально. Здесь, конечно, мы еще потом проверим. Я бы, конечно, поменял бы данную трубу с полдюйма, увеличил бы ее хотя бы до 25 миллиметров или даже 32 пойти, а дальше уже разводку делать 20 трубой полипропиленом. Это будет правильнее, потому что идет все равно тут 20 труба, дальше импровизируемый коллектор, и везде полдюйма. По идее должна идти большая труба и расходится уже маленькими трубками. Вот так. Подписывайтесь на канал. Все будет у нас хорошо.